Здорово, бандит. Некоторые усосы говорят, что в одной картинке я один, в другой я другой. Сегодня такой, завтра такой. И ясен хуй. Я ж с вами, блядь, не играю. И сегодня я не буду играть вот с этой ягой. Когда я в своей жизни понял, что Jaguar это пиздец качество. Я это понял, когда я перегонял Mercedes Sprinter, который купили в Германии, доставили в Росток, там посадили на паром. Этот паром приплыл в Лепое, в Латвию. А туда я приехал с Рижского вокзала на поезде и дальше на маршрутке проехал 200 километров и встретился с Мерседесом Спринтером, который я должен был через Латвию привезти в Российскую Федерацию и продать. Но Мерседес Спринтер был большим, неуклюжим, я ехал тихо, была зима. Передо мной ехал Jaguar, он тоже был на немецких транзитных номерах с желтой полоской. Вдруг Jaguar передо мной на повороте очень жестко закрутило. Он улетел в поле, и я подумал, что от Jaguar просто ничего не осталось. Но какое у меня было удивление, когда мы обошли машину, все целое, она прыгала вот так по кочкам, у меня это прям вот в голове уложилось, что Jaguar это очень качественная машина, супер качественная машина, просто машина для королей. Но все это происходило ровно до того момента, пока что Land Rover, говно вонючее, что Jaguar, и я тогда думал, что это не говно, стал принадлежать чувакам из Индии. Давайте по порядку. Внешне эта машина очень сексуальна и очень красива. И когда я вам начинаю говорить о сексуальности, вы о чем думать начинаете? Вы думаете о какой-нибудь милой, красивой девушке с красивыми стройными формами. Вы же не думаете о элегантном Давидыче. Я хотел бы обратить ваше внимание на вот это. Да-да, Давидыч такой, и там любит. Очень красивая машина, очень красивая форма у нее. Вот давайте объективно. Вы что, ебнулись, что ли? Как можно вот эту вот тачку купить, блядь, за 6 миллионов рублей? Вот как? Что здесь? 380 лошадиных сил задний привод? Она супер едет? Я не знаю, но для того, чтобы она супер ехала, она должна весить килограмм хотя бы 500. На рынке автомобилестроения происходит полный пиздец. Нас ведут к айфону. Ты его сегодня купил, год поносил, все, выбросил. С тачками то же самое. То есть вот эта машина, это в моем понимании фантик. Очень хороший, правильно завернутый, хороший, прикольный фантик. Вы хотели прикольного звука? Они вам его сделали. Вы хотели сексуального вида? Они вам его сделали. Вы хотели увидеть у себя в гараже кошака? Он у вас есть. V-образная турбовая шестерка. Здесь все культурно, все по фэншую. Ну вот, например, мне не нравится, как здесь болтаются провода на какой-то странной изоленте. Мне не нравится, как изолента торчит вот здесь. У этой машины пробег всего лишь 5000 километров. Она еще, мне кажется, мужика за рулем не видела. Оптика дешевая. Тут ничего дорогого нет. Ну, пластмассочка, старая линза, да, может быть, она там поворачивает за реечкой, следит, куда нужно повернуть. Но кроме сексуальности я какой-то технической новинки не вижу. Сегодня нет никакой проблемы сделать бампер или крыло любой вообще формы, которую вы только можете себе представить. Поэтому говорить, что тут супер космическая работа с точки зрения производства этой машины, ну вы мне это не рассказываете. Обычная оптика, обычный бампер, обычные тормоза, обычные колеса. Причем они вот эти вот лепестки карбоновые сюда поставили. Ну потому что уже как бы уже не знают, что сделать. Просто карбон типа модно. Вот если сюда пришивать будет модно, они это будут делать. Ну реально, просто едешь, у тебя 10 яиц и 5 хуев на колесе просто крутится. Они вам даже будут эти хуи вешать как это самое, на зеркало просто в качестве вонючки. Они готовы делать все, лишь бы нам продать вот это фуфло за 6 миллионов. Ручки, кстати, сделаны прикольно, стильно. Они по дизайну получили ровно то же самое, что хотел получить GTR.
Но я считаю, что вот эта технология, когда ручка выдвигается и потом ты ее открываешь, она гораздо удобнее, чем сделано это и реализовано у ГТР. Как эксперт вам говорю, красноярский тушканчатый барсук. Странная кожа, жирная рука, аж такая жирная, как будто по жопе шлюхи какой-то ударил. Ну, не к этому. Сегодня все, что это машины сексуальные, и поэтому, ну, сразу тянет на какую-то. Сзади очень красивая оптика. Но она просто вот эта полосочка красивая. То есть какой-то высокой технологии вот в этой фаре я не вижу. Ну, сука, стильно до ужаса. На самом деле багажник не такой маленький, как может показаться. Нормальный багажник. Нихуя тут нету. Разобрано все. В багажнике тут пластик отваливается уже. У машины 5000 пробег. Но в чем прикол? Смотрите, здесь ничего нету позорного, там что-то неправильного, да? Я закрываю, а вот здесь стоит спойлер, и вот здесь, получается, стоит весь его механизм. Молодцы, хорошо сделали. Стиленькая полосочка такая, как на Бентли, стоп-линия. Очень маленькое заднее стекло. Ну, это формы такие. У нее жопа прям такая, прям хочется ее взять. Прям... Тест-драйв от Давидыша продолжается. Сука, опять эти маленькие машинки. Когда мы тестировали SLS, я сказал, что из него не очень удобно вылазить. Почему? Потому что вот эта боковая панель при этой посадке, вопрос не в том, большой человек или небольшой, а проблема в том, чтобы человек поднял ногу, блядь, чтобы вот из-за этой панели ее вытащить вот так, понимаете? Вот в этом сложно. В моем понимании они рассчитывают на молодежь, но не вся молодежь может покупать эти машины за 6 миллионов рублей. Тем более в кризис, тем более в нашей стране. Задним приводом на 380 лошадиных сил не очень комфортно на этой машине ездить, например, зимой. Тогда вы скажете, зачем на ней ездить зимой, на ней нужно ездить только летом. Дорогие мои, за 6 миллионов есть машины, на которых можно ездить летом и еще и зимой. Владелец данной машины, он ее покупал, он говорит, мне плевать, что она не едет. Меня тревожит вопрос только о том, что у нее задний привод. Это не очень безопасно. Я не люблю ездить боком. И вот за 8 месяцев он наездил 5000 километров. Уже нет смысла говорить про зазоры. Уже как бы вот мы живем в таком веке, где все должно быть абсолютно четко, точно. Уже не важно, какая это ручка. Ну не важно. Важно, как тачка выглядит, как она звучит. Здесь меню можно отключить систему антизаноса раз, воспользоваться ручником 2, включить эко-режим, который нахрен не нужен, я считаю, 3. Я вот заметил, на всех спортивных машинах сделан вот этот эко-режим. То есть, ну конечно, наверное, много людей могут мне сказать, что это сделано не для экономии, а для окружающей среды. Ну, в нашей стране на окружающую среду все вообще, поэтому можно было вообще без этого отправлять. Я не могу сказать, что здесь какое-то уродство. Здесь стильно, здесь прикольно, все так сделано. Но из какого это материала сделано? Да хотя насрать. Ну что, поедем мы с Кошаком покатаемся. Jaguar F-Type. Дешевое подобие, знаете чему? SLS. Также сидишь на заднем колесе. Очень жесткая машина. Владелец говорил, что тут очень хорошая шумоизоляция. Владелец, видимо, вообще не знает, что такое шумоизоляция. Вы знаете, сидишься там в Бентли, там в Мерседес дорогой. И есть ощущение, что ты сел в дорогую машину. Но вот когда ты понимаешь, что за нее просят 6 миллионов, я вот сейчас трогаю тут все и понимаю, что 6 миллионов я бы за нее не отдал. Никогда. Датчики мертвых зон здесь очень нужны, потому что сзади обзора вообще толком нормального. Уберу спойлер, нету. Боковые зеркала, ну, в половину зеркала вы видите крыло вот такой формы.
Газ Пало. Мертвая. Не стоит на дороге. Все, болтается как дерьмо. Вообще. Понты сплошные, блядь. Так, если мы выключим антизанос. В занос ее поставить легко, потому что колеса достаточно тоненькие. Что, тормоза уже поплыли у машины. Чуть-чуть больше нагрузки дали, тормоза поплыли. Тач дисплей, навигация на русском языке, какой-то ломаный шрифт непонятный. Здесь тоже какой-то шрифт неприятный. Графика, что это за графика? В пикселях все, вообще прошлый век. Ну то есть реально они потратили бабки все на маркетинг и на дизайн, все. Технически эта машина вообще ничего из себя не представляет. Удобная регулировка сидений на левой панели. Да, действительно, это удобно, я не спорю. То, что она весит 1700, это чувствуется. В одной из версий они засунули тяжелый 5-литровый двигатель с компрессором 500 лошадиных сил. Вообще ебанулись. Он и так, бедолага, не рулится, ничего не поворачивает, не тормозит. Дайте мне Ford Focus, я на Ford Focus жахну эту машину в любом потоке и на любом кольце. Тормозулечки никакущие. Она выглядит, как будто у нее 700 лошадиных сил под капотом. Но в действительности это всего лишь фантик. Фантик от индийской компании Jaguar. Тут можно регулировать звук выхлопа. Вот типа сейчас он был кричащий, а сейчас он будет обычный. Посмотрим. Видимо, клапан какой-нибудь открывается, закрывается. Вот смысл делать кнопку с выхлопом. Если что так орет, что я включу сейчас, что так орет, одинаково. Я не могу сказать, вот по звуку можно подумать, что она быстрая, что она резкая, что она прям вах-чах, кошак. Это не кошак, блядь. Это хуйня какая-то. Финалочка. В моем понимании эта тачка самый обыкновенный фантик. Понт. Просто необычная форма, просто необычный дизайн. Это не Ford и не BMW пятерка, и не X5, и не Cayenne, которых мы видим пачками и сотнями на дорогах общего пользования. Это Jaguar. Вы же должны понимать, что если эту тачку не так много людей покупает, то денег на производство, на новые технологии, на что-то новое, на что-то великое у этих ребят нету. Внешне пятерочка, управляемость троечка, как она держит угол 4 с плюсом, салон и внутренние материалы троечка, меню мультимедиа троечка, качество отделки троечка. Машина очень жесткая, машина не стоит 6 миллионов рублей. Я понимаю, что сегодня очень сложно оценивать автомобиль с точки зрения цены. Доллар прыгает туда-сюда, непонятно сколько в реальности стоит. Эта машина должна стоить плюс-минус 70 тысяч долларов. Но эта машина не должна стоить 100 тысяч долларов. 5 миллионов рублей, из которых 54% забирает государство. Убрали, да? У нас получается 46 тысяч долларов. Теперь от этого уберите еще 10-15%, то, что зарабатывает представительство, еще 5-6-7%, которые зарабатывает дилер, еще уберите процентов 15%, то, что входит в доставку этой машины сюда, разгрузки, погрузки, подготовки и рекламную кампанию. И у вас получится, что эта машина стоит в реальности по себестоимости плюс-минус 10 тысяч долларов. За 10 тысяч долларов они сделали очень крутую тачку. Но за 6 миллионов рублей, которые я должен отдать здесь в салоне для того, чтобы быть ее владельцем, это слишком много. Получается, что они хотели, чтобы эту тачку покупала молодежь, но я людям, которые так думают, могу сказать, что в Российской Федерации, да я и думаю в большинстве стран, молодежь за 6 миллионов рублей не будет покупать себе вот такую тачку. Это единицы. Я думаю, у этой машины какого-то хорошего
и беспроблемного будущего нету. Это был я, Эрик Давидович, и это был тест-драйв от Давидовича. Пока.